Информация о массовых захоронениях доминировала в заголовках газет и потрясла всю Кению, страну, где вера и религия занимают центральное место. Многим трудно понять, по какому темному пути пастор Пол Нденс Маккензи вел своих последователей. Пол Маккензи – кенийский религиозный лидер и основатель церкви «Благая весть», базирующейся в Мигингу в Малинди, округ Килифи в Кении. О прошлом пастора Пола Маккензи известно очень мало, так как он родился в 70-е годы, когда записи не велись должным образом. У него есть младший брат, известный как Роберт Маккензи. По словам его матери, пастор Маккензи был убежденным христианином, еще когда был маленьким мальчиком. Не проходило и дня, чтобы он не читал библейские стихи. После окончания начальной и средней школы Пол Маккензи поступил в местный библейский колледж, где изучал богословие. После колледжа Пол Маккензи начал работать таксистом в Малинди, прибрежном регионе Кении. Позже он начал свое служение в качестве пастора в местной церкви. Маккензи получил известность как харизматичный и динамичный оратор, известный тем, что без труда доносил до людей свои вдохновляющие послания. В 2003 году он основал свою церковь «Благая весть» вместе со своей женой Джойс, после того, как был уволен из предыдущих церквей из-за нераскрытых разногласий. Тогда у него было всего несколько последователей, но со временем его церковь наполнилась людьми из всех слоев общества. Затем они переехали в деревню под названием Мигингу в Малинди, где он проповедовал на обнесенной стеной территории, где его семья живет до сих пор. Его жена Джойс помогала ему во всем. Маккензи же утверждал, что обладает силой говорить с Богом напрямую. Примерно в 2016 году Маккензи приобрел телевизионную станцию и использовал свой телевизионный канал и YouTube-канал, чтобы передавать свои послания. Таким образом, Маккензи достучался до очень многих людей. Он говорил о бесполезности настоящей жизни и делал акцент на загробной жизни. Он проповедовал о втором пришествии Христа, которое, по его словам, будет очень скоро, в течение года. Он также говорил о гневе, который ожидал тех, кто к тому времени останется жив. Маккензи открыто говорил о том, насколько порочны католическая церковь и западный образ жизни. Он смело заявлял, что римско-католическая церковь является орудием сатаны. По его словам, здравоохранение, образование и спорт – это зло. Принятие Иисуса как своего Спасителя означает продать все, что у вас есть, и отдать деньги своему духовному отцу. Некоторые члены его церкви действительно уничтожили свои школьные аттестаты, распродали все свои ценности и пожертвовали вырученные деньги Полу Маккензи. Один из последователей Кеннеди Мбачару продал свою собственность в ламу и передал Полу Маккензи все деньги, бросив свою семью и работу. Маккензи же использовал эти деньги, чтобы купить 2 автомобиля, участки земли в Малинди и Момбасе. Кеннеди Мбачару умер через 2 месяца при невыясненных обстоятельствах. Еще один случай с Бетти, стюардессой, с 11-летним стажем, которая ушла от мужа и продала свои ценности, отправившись с деньгами в церковь Маккензи в Жакахоле. Бетти также бесследно исчезла. В 2018 году Пол Маккензи вступил в конфликт с представительницей женщин Килифи, Аишей Джумва, депутата парламента от Малинди, когда она поставила под сомнение некоторые из его учений и то, почему он держит больных людей в своей резиденции, вместо того, чтобы отвезти их в больницу. В период с 2017 по 2019 года Маккензи было предъявлено несколько обвинений в предоставлении базового образования в незарегистрированном учебном заведении, что противоречит закону о базовом образовании, в религиозной радикализации, незаконной пропаганде экстремистской системы убеждений с целью содействия идеологиям для продвижения религиозных и социальных изменений. Его обвинили также в подстрекательстве к неповиновению закону, хранении и распространении среди публики фильмов, которые не были проверены и классифицированы Советом по классификации фильмов Кении, управлении киностудией и производстве фильмов без действующей лицензии на съемки от Совета по классификации фильмов Кении. Во всех случаях Маккензи выходил сухим из воды и, как правило, платил лишь небольшой залог и выходил на свободу. Однако после закрытия телевизионного канала в 2018 году, закрытия школы на дому, Маккензи заявил, что получил божественную информацию,
чтобы закрыть свою церковь в 2019 году после 15 лет служения и перестать быть пастором. В итоге он закрыл церковь, продал несколько своих автомобилей, а затем в 2022 году купил землю Шакахола под предлогом создания фермерского предприятия, где основал свое новое святилище. Люди, которые приходили навестить его там, где раньше была его предыдущая церковь в Мегингу, направлялись на его ферму в Шакахоле. И, по словам соседей, многие люди приходили туда, но мало кто уезжал обратно. Хамфри Нионгу, бывший член церкви пастора Маккензи, пролил свет на то, что на самом деле происходило во время проповедей. Я верил в его проповеди в течение 10 лет. Когда 3 года назад церковь в Малинде была закрыта, большинство из нас вместе с пастором Маккензи переехали в деревню Мусимба и Шакахола. Здесь мы встречались по субботам под деревом с 9 утра до 5 вечера. Все казалось хорошо до тех пор, пока пастор Маккензи не начал проповедовать, чтобы все выбросили национальное удостоверение личности, увольнялись с работы, пропускали приемы пищи и не обращались за медицинской помощью в больнице, не начали готовиться к концу света. Я начал сомневаться. Его наставления, которые называл посланиями от Бога, заключались в том, чтобы не водить наших детей в школы, а вместо этого каждый день посещать церковь для получения уроков жизни. Он привлек стюардесс, социальных работников, военизированную полицию и профессионалов со всей Кении. Когда я переехал в деревню Малинди, я занялся птицеводством, но он был против. Он не хотел, чтобы кто-то занимался какой-либо экономической деятельностью или переезжал из деревни в городские центры. Я заподозрил неладное и ушел из церкви, говорит Хамфри Нионгу. Пыльная, продуваемая всеми ветрами и выжженная солнцем деревня Шакахола, расположенная примерно в 70 километрах от туристического рая Малинди в округе Килифи, является местом, Пол Маккензи считает свои священные земли. Когда вы не в его доме в Малинди, вы, скорее всего, найдете его в этой деревне, где температура иногда превышает 32 градуса по Цельсию. Травы больше нет, и даже самые выносливые деревья, похоже, сдались продолжающейся засухе, поскольку красная раскаленная земля простирается на многие мили. Время от времени через маленькую деревню проходит стадо коз, дети играют, а торговцы занимаются своими делами. Жизнь здесь протекает без происшествий, так как местным жителям почти нечем заняться, кроме ухода за скотом и выращивания сельскохозяйственных культур. Деревня настолько удалена, что с трудом воспринимается сигнал мобильной связи. Деревня обычно кипит человеческой энергией, но в марте 23 года она была неожиданно и временно пустынна, после того, как детективы провели обыск в доме Маккензи и арестовали его в связи со смертью 2 детей. Согласно следствию, именно в своем доме Маккензи формировал убеждения своих последователей, некоторые из которых сейчас находятся под следствием по обвинению в предполагаемых ужасных преступлениях, в том числе в том, что они морили голодом и убивали своих детей, а затем хоронили их в неглубоких могилах. Отец 7 детей Пол Маккензи заявил, что перестал проповедовать в 2019 году. По его словам, в настоящее время он занимается сельским хозяйством в деревне Шакахола, где купил землю и время от времени навещает ее. Я в шоке от выдвинутых в мой адрес обвинений. В августе 2019 года я закрыл свою церковь «Благая весть» в Малинде. И очень важно, чтобы люди это приняли. Я даже продал там оборудование, стулья тоже. Если тогда человек поклонялся вместе со мной, то теперь он должен делать это самостоятельно, а не по моему имени. Следуйте за Христом, а не за пастором Маккензи, сказал он в интервью. Средства массовой информации и отдельные лица всегда неверно цитируют или решают вырвать историю из контекста. Один раз я произнес проповедь о том, что земное образование – это зло, и меня привлекли к суду за то, что я говорил детям, чтобы они не ходили в школу. Это было не так. Это пророчество, и это зависит от того, как вы его принимаете. Я могу проповедовать, но я никому не навязываю свои учения. Я закрыл церковь в 2019 году, потому что получил откровение о том, что пришло время уйти. Я больше не пастор. Я идентифицирую себя как мистер Маккензи. У меня нет собрания, на котором я мог бы проповедовать. Я просто молюсь с собой и с теми, кто решил уверовать. Фрэнсис Ванье слишком хорошо знает боль от потери детей. 2 погибших детей – это его внуки. Он не мог поверить в новость о том, что его внуки умерли от голода из-за собственных родителей. Поэтому он отправился в долгое путешествие из Момбасы в Шакахола. Его сердце разрывалось, когда он стоял рядом с неглубокой могилой, где, как подозревают, были похоронены его внуки.
Оплакивая потери своих внуков, у Вани оставалось много вопросов. Могли ли его собственная дочь и зять сделать такое? И какую роль в этой трагедии сыграл печально известный пастор Маккензи? В начале прошлого года моя дочь сообщила мне, что переезжает из города Малинди на реку Тана. Все это время я знал, что она находится в округе Тана-Ривер. Ее муж уже 5 лет работает в General Service Unit, а моя дочь работала социальным работником в Малинди. Но послания пастора убедили их отказаться от средств к существованию и полностью посвятить себя его учению. Родители детей были последователями пастора Маккензи, который, как сообщается, наставлял их поститься и посещать его проповеди. Им не разрешалось пить воду и есть, так как они якобы ожидали возвращения Иисуса. Мое сердце разрывалось на части, когда я думал о боли и страданиях, которые должны были пережить мои внуки перед их безвременной смертью, говорит Ванье. Единственным утешением для него было то, что другой его внук был спасен из когтей смерти. Мальчика обнаружили в крайней степени истощения, с выступающим животом и видимыми ребрами, что указывает на случай тяжелого недоедания. Голодный и слабый мальчик едва мог издать приглушенный крик. Через некоторое время спасенный ребенок рассказал о страданиях, которые испытали двое его братьев и сестер после того, как они голодали в течение некоторого времени, прежде чем их мать задушила их. Подростки были похоронены в неглубоких могилах в Шакахоле 16-17 марта. Суд в Малинде распорядился об их эксгумации. В этот раз Маккензи также мог отделаться обычным залогом в 100 тысяч кенийских шиллингов. Это где-то 55 тысяч рублей во время выступления в суде 17 марта. Но он был повторно арестован 14 апреля, после того, как было обнаружено, что на участке Шакахола, где ранее были эксгумированы двое детей, было похоронено больше людей. Ему было отказано в освобождении под залог из-за опасения вмешательства в расследование. Выжившие, найденные на месте происшествия, очень слабы и травмированы. В общей сложности 34 человека были спасены. С тех пор, как могилы были обнаружены в лесу площадью 323 гектара, по меньшей мере 109 тел были извлечены из леса Шакахола. Есть опасения, что эти цифры могут возрасти, поскольку Хасан Муса, региональный менеджер Кенийского Красного Креста, сообщил, число членов семей, которые пришли сообщить о пропавших без вести, увеличилось с 210 до 259. Из этих 259 человек 130 дети. Министерство внутренних дел Кении заявило, что начались вскрытия, чтобы определить причину смертей. Главный патологоанатом правительства Йохансен Одуор сообщил, что некоторые из 249 тел имели признаки голода. Было проведено 36 вскрытий, из которых 14 были признаны как умершие от голода. 10 из них были детьми. Один из людей, спасенных живым, в очень плохом состоянии в лесу, позже скончался в больнице от сильного обезвоживания. Вскрытие показало, что он также страдал от туберкулеза. Причину смерти некоторых из найденных тел установить не удалось из-за их разложившегося состояния. У одного из тел была черепно-мозговая травма, а у других были следы тупой травмы и удушения. Полиция называет происходящее в церкви тревожным и бесчеловечным. Предполагаемое использование Библии для убийства людей для того, чтобы вызвать массовую резню невинных мирных жителей, недопустимо, сказал министр внутренних дел Китуре Киндики, добавив, что он хотел заверить народ Кении и весь мир, что мы сделаем все возможное, чтобы докопаться до сути этого вопроса и установить истину. Правительству нечего скрывать. Этот случай вызвал шок в Кении, и правительство пообещало ужесточить правила в отношении религиозных органов и организаций. Президент Уильям Рутто назвал Нтеге ужасным преступником, чьи действия были сродни действиям террористов. Это ужасное пятно на нашей совести должно привести не только к самому суровому наказанию виновных в этом злодеянии над столькими невинными душами, но и к более жестокому регулированию, включая саморегулирование каждой церкви, мечети, храма или синагоги в будущем, сказал министр внутренних дел Китуре Киндики. Президент и другие высокопоставленные лидеры извинились перед кенийцами за медленную реакцию и пообещали регулировать религиозные секты. Без сомнения, я могу сказать определенно, если бы полиция отреагировала раньше, то жизни были бы спасены. Я чувствую, что мы, как страна,
подвели кенийцев, говорит Халид Хусейн, директор Хаки Африка, группы, которая помогла разоблачить культ. Он добавил, что весь лес площадью 323 гектара, где были найдены могилы, был опечатан и объявлен местом преступления. Детективы говорят, что культовая община была разделена на 8 отдельных поселений с библейскими названиями, такими как Галилея и Вифлеем. На участке за участком находятся неглубокие могилы. Многие из них были безымянными. Именно в лесу, по словам следователей, культ Маккензи принял свою окончательную форму. Маккензи сказал своим последователям в начале 23-го года, что конец света неизбежен и что они должны начать поститься. Он заявил, что пост начнется с детей, до тех пор, пока не умрет последний ребенок. Затем последует молодежь, затем женщины и, наконец, мужчины. И что он будет последним, кто умрет и вознесется на небеса. Сейчас Пол Маккензи находится под стражей в полиции Кении. И несмотря на то, что он проповедует отказ от еды, у Маккензи нет проблем с едой. Его адвокат Джордж Кариуки сказал, он ест и пьет, он здоров. Я встречался с ним лично. Ходили слухи, что он отказался от еды, но это неправда. Если его последователи когда-нибудь спрашивали, почему он ест, он отвечал им, что ему нужна энергия, чтобы распространять Евангелие, и что он последует за ними на небеса последним. Но, похоже, его широкомасштабная идеологическая обработка будет иметь последствия. В настоящее время он находится под стражей без права внесения залога, и ему будут предъявлены обвинения в убийстве и терроризме. Некоторые могут задаться вопросом, почему он убеждал людей морить себя голодом. И одна из теорий заключается в том, что это было сделано для извлечения органов. Большинство эксгумированных тел были найдены без органов, и существует высокий спрос на органы на черном рынке. Другая альтернатива заключается в том, что Маккензи действительно верит в то, что проповедует, хотя отсутствие голода делает это маловероятным. В итоге предполагаемому лидеру кенийского христианского культа Полу Маккензи и 94 другим подозреваемым будут предъявлены обвинения за участие в смертоносном культе. На данный момент в изолированном лесу Шакахола на востоке Кении, где жили Маккензи и его последователи, было найдено 429 трупов. Несмотря на это, Пол Маккензи не признает себя виновным. Лес после раскопок превратят в мемориальное место, а самому Маккензи грозит смертная казнь. Официально она еще существует в Кении, но на практике не применялась много лет. Итак, чтобы понять культ Шакахола, необходимо сосредоточиться на Маккензи, говорит Рик Росс, ведущий американский эксперт по культам, изучающий деструктивные культы на протяжении десятилетий. Дело не в группе, это лидер. Чем больше у них власти, тем больше это опьяняет. Не кажется, что Маккензи был таким же. Он был человеком, и независимо от того, сколько контроля и власти он имел над своими последователями, этого никогда не было достаточно. Маккензи осуществлял этот контроль, используя свою кафедру и харизматичное ораторское искусство, как в своей церкви в Малинде, так и в интернете. Посмотрите, что постигнет все народы мира сего. Гнев, разочарование, многие вещи, многие бедствия заставят людей плакать без посторонней помощи. Это то, что покроет мир. Несмотря на то, что лидеры культов занимают центральное место в своих культах, им все еще нужно собирать последователей. Доктор Джеффри Ванга, профессор психологии в университете Найроби, говорит, что, как это ни парадоксально, деструктивные культы дают людям надежду. Психология этого проста. Лидер культа дает надежду и обещания и ищет легкие мишени. В случае с Маккензи надежда заключается в спасении и в том, чтобы повернуться спиной к стрессам, связанным с повседневным выживанием. Несмотря на то, что притягательность культов универсальна, Ванга считает, что невозможно отделить центральное положение религии в Кении. Религия пронизывает все высшие эшелоны власти. Президент Кении Руто стал президентом страны в прошлом году и тут же построил место для поклонения в президентском комплексе. Бедность также является важным фактором, подталкивающим людей к более экстремистским проповедникам. Люди ищут выход из своей бедности, выход из своего отчаяния. И вот религия, которая предлагает им выход. Конечно, есть множество примеров того, как богатые люди присоединялись к культам. Культы используют индивидуальные уязвимости. Это может быть кто угодно. Но если кто-то переживает трудный период в своей жизни, или вы теряете работу, или плохо учитесь в школе, или испытываете финансовые трудности, вы чувствуете себя неудовлетворенным,
Тогда появляется такая группа, которая использует ваши уязвимости, втираясь в доверие. И вот вы уже поклоняетесь лидеру и верите, что только с ним вас ждет светлое будущее, и только он знает, как правильно жить.